Всем привет, с вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, вчера на сайте Госдепартамента Бюро консульских дел США вышел новый визовый бюллетень на июль месяц. Как вы знаете, еще в прошлом месяце июньский бюллетень сделал Карен для всех номеров во всех странах, кроме Египта, Ирана и Непала. Но думаю, наших подписчиков эти страны не касались. Июльский бюллетень сделал Карен и для этих стран, а значит теоретически на собеседование пригласить могут даже большекесников в любой стране мира. Все это хорошо, но есть одно «но». Посольства США почти в 40 странах все еще не начали обрабатывать кейсы победителей лотереи, а время на проведение собеседований с каждым днем все ближе и ближе подходит к концу. Несмотря на отмену всех прокламаций запретов, посольства или по-прежнему не работают, или работают очень медленно, а потому, как я и говорила раньше, данные в визовом бюллетене на данный момент практически ничего не значат. Зачем они сделали Карен, когда по-прежнему не могут справиться даже с первыми тысячами кейсов, а бэклог по всем типам иммиграционных виз с каждым днем растет как на дрожжах, мне непонятно. Возможно, у них есть какой-то план на будущее по урегулированию этой проблемы, и в скором времени посольства начнут обрабатывать заявки в ускоренном режиме, но это лишь один из сотни вариантов, на которые рассчитывать не стоит. Плюсом Карента на данный момент является только то, что участвовать в судебных исках смогут все желающие, и постановление суда будет распространяться на любой номер кейса. К тому же некоторые адвокаты хотят добиться резерва всех 55 тысяч виз не только для истцов, а абсолютно для всех. А это значит, что даже не вступив ни в один иск, шанс того, что такое судебное решение сыграет вам на руку, конечно, есть. Все последующие месяцы визовый бюллетень, скорее всего, будет выходить абсолютно без изменений. И я не знаю, есть ли необходимо записывать отдельное видео на эту тему дальше. Пишите в комментариях, нужны ли вам такие видео, и в зависимости от этого мы примем решение, освещать эту тему дальше или нет. Кстати, ссылку на визовый бюллетень я, как всегда, оставлю в описании под этим видео. На сегодня все, друзья. Я, как и раньше, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.